Еще летом 2016 года два ветеринара из Африканской благотворительной организации по защите животных были заняты работой в палящую жару в национальном парке Манапаулс в Зимбабве. На самом деле, они недавно закончили лечение одного раненого слона и теперь искали еще двух, которые, как им сообщили, также пострадали. Двумя ветеринарами были доктор Кейт Датлоу и доктор Лиза Марибини из Aware Trust. Этой паре обычно требовалось время, чтобы выследить животных в густонаселенных парках Зимбабве. В конце концов, в кругах любителей дикой природы часто используется фраза «поторопись и подожди». Это связано с тем, что обычно на поиск животных уходит больше времени, чем на их лечение. Однако с последним пациентом дуэта это было не так. Основанный в Зимбабве, Африка, Aware Trust является единственным ветеринарным фондом по охране природы в стране. Заботясь о благополучии дикой природы и сохранении среды обитания, она предоставляет свои экспертные знания бесплатно, особенно в тех случаях, когда люди причиняют вред животным. Конечно, Зимбабве, как и другие страны в этой части Африки, сталкивается с огромной проблемой браконьеров. Организация также осуществляет программу защиты животных под названием «Осведомленность», направленную на просвещение сельских общин по вопросам здоровья и благополучия животных. Это помогает местным жителям заботиться о своих собственных животных и направлено на повышение ранней осведомленности и оценки дикой природы. В конечном счете, это должно отговорить молодых людей от браконьерства, когда они вырастут. В этот конкретный день одним из двух слонов в списке Датлоу и Марибини был милый мальчик по кличке Красавчик. Через Facebook им сообщили, что у животного ранение в плечо, и оно работает совместно с фондом защиты животных Кириба. Ветеринарам Aware удалось получить разрешение на введение транквилизаторов и лечение слона. К счастью, в тот день команде не пришлось долго ждать, чтобы встретиться лицом к лицу с Красавчиком. Спустя относительно короткий промежуток времени необычно спокойный и ласковый слон подошел к их автомобилю. Однако команда сразу же заметила большую дыру у него во лбу. Убедившись, что этот раненый слон на самом деле был Красавчиком, смотрители парка собрались и отправились на помощь. Однако Марибини и Датлоу уже решили, прежде чем подтвердить личность Красавчика, что они собираются помочь. В конце концов, огромная дыра в голове слона, казалось, причиняла ему большие страдания, но помочь пострадавшему животному было непросто. Действительно, слоны-самцы иногда с трудом поднимались на ноги после приема транквилизаторов, и Марибини могла сказать, что спина Красавчика была не в лучшем состоянии. В конце концов, однако, слону дали успокоительное, и ветеринары точно выяснили, что с ним не так. Позже в ходе осмотра его тела было обнаружено то, что, по их мнению, было пулей. Марибини и другие полагали, что, скорее всего, беднягу застрелили. Однако пуля попала слишком высоко, чтобы убить его. Красавчику, возможно, и не повезло с самого начала столкнуться с браконьером, но ему повезло встретить того, кто либо не был хорошим стрелком, либо не знал, какие боеприпасы использовать. Действительно, пуля, которую использовал браконьер, была слишком мала, чтобы сразить животное размером с Красавчика. В данном случае он соскользнул с черепа и вызвал большой перелом, который еще не убил слона. Красавчик теперь был полностью под действием успокоительных, поэтому ветеринары продолжили свои ужасные исследования. Доктор Датлоу начал исследовать голову Красавчика целиком, извлекая свободные кусочки кожи, похожие на пластик. Позже он понял, что на самом деле это были кусочки кости из пазух носа животного. Хотя команда сделала все, что могла, они не смогли окончательно определить местонахождение пули во лбу слона, и даже несмотря на то, что там была огромная дыра, откуда пуля вошла внутрь,
извлечь ее тоже было невозможно. К несчастью для красавчика, из-за бессердечного поступка браконьера пуля навсегда застряла у него в голове. Однако, как оказалось, их неспособность найти пулю не была фатальной проблемой. В 2016 году Марабини написал на своей странице в Facebook, что пули выделяют так много тепла, что обычно они стерильны, когда проникают в органические ткани. Размягченная плоть и кости, вызванные ударом и сообщающиеся с внешней средой пути, вот что вызывает инфицирование пулевого ранения. Это означало, что, хотя рана красавчика вызвала опасную и почти смертельную инфекцию, сама пуля не могла причинить дальнейшего вреда. Хотя кровь, сочащаяся из головы красавчика, несомненно, расстроила заботливого ветеринара, они старательно выполняли свою работу. Рану промыли и наложили антисептик. Затем команда подождала, чтобы посмотреть, как он отреагирует на их лечение, и примерно через час они заметили, что его дыхание и кровяное давление упали, и решили, что пришло время разбудить его. Чтобы вывести слона из спячки, команде пришлось применить противоядие к транквилизатору, который они использовали ранее. Слон выглядел послушным, когда подходил к машине ветеринара, но после пробуждения от транквилизаторов животные могут быть сбиты с толку и очень опасны. Как бы повел себя красавчик, очнувшись после лечения? Что ж, позже команда вернулась туда, где они оставили одурманенного красавчика. Они нервничали. Что, если бы он полностью исчез? Означало бы это, что ему стало лучше или он потерял сознание и стал беспомощным. В конце концов, его испытание было крайне редким. Браконьеры не только охотились на бедное животное, но и успешно поразили свою цель. И все же красавчик выжил. Однако, выжив, он остался с огромной дырой в черепе и, как уже упоминалось, в нее попала инфекция, причиняющая красавчику огромную боль. Как отметил Марабини, было чрезвычайно странно, насколько послушным было это существо, когда они впервые увидели, как оно медленно идет к их автомобилю. Похоже, он знал, что мы были там с намерением помочь ему. Марабини рассказала BBC в 2016 году, что Марабини чувствовала себя совершенно непринужденно с красавчиком, но тот факт, что красавчик подошел прямо к их автомобилю, сказал Марабини и ее команде, насколько ужасной была ситуация. Теперь, когда он вот-вот должен был проснуться, они не знали, чего ожидать. Самые тяжелые из его ран были обработаны, но, вероятно, он был сбит с толку и все еще испытывал сильную боль. К счастью, придя в себя, красавчик оставался спокойным. Команда ушла и решила, что вернется позже, а когда они все-таки вернулись, то, что они увидели, принесло им смесь облегчения и дискомфорта. Красавчик все еще не до конца проснулся и казался ошеломленным и дезориентированным. Однако, по сравнению с тем, каким он был ранее в тот день, он был в гораздо лучшей форме. В статье на веб-сайте National Geographic в 2016 году Марабини подробно описал, что произошло, когда они вернулись посмотреть, как поживает красавчик. Позже, в тот же день, мы вернулись и обнаружили, что он дремлет, прижавшись лицом к дереву, как будто страдает от сильного похмелья. Он наблюдал за ним в таком положении около получаса, чувствуя вину за то, что мы временно усилили его боль и желая, чтобы он почувствовал себя лучше. Хотя красавчик, возможно, и предпочел бы избежать расстрела с самого начала, он один из самых удачливых слонов на своем континенте. Только в 2011 году браконьеры убили каждого 12-го африканского слона, а за трехлетний период было убито в общей сложности 100 тысяч особей. Надеемся, что работа таких отважных ветеринаров, как Марабини и Дитла, а также сотрудников команды Aware, поможет сократить это число в ближайшие годы и спасти больше таких слонов,
как Pretty Boy. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте ему большой палец вверх и подумайте о том, чтобы поделиться им со своими друзьями и семьей. Еще раз спасибо, и мы увидимся с вами в следующем выпуске.